Для вязания нам необходимо набрать четное количество петель. Я наберу 10 петель на основной узор плюс 2 кромочные петли. Итого 12 петель. Набирать буду обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 кромочные. 12 петель у меня на спицах, одну спицу достаю, и сейчас мы вяжем один нулевой ряд, он идет подготовительный, в раппорт узора он не включается. Первый подготовительный ряд мы вяжем резинку 1 на 1, кромочную петлю я провязываю первую и вяжем резинку 1 на 1. Первая петля лицевая, далее идет изнаночная, то есть мы начинаем с лицевой, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и до конца ряда. Ряд закончим изнаночной и кромочная тоже изнаночной. Все, первый ряд подготовительный готов. Первый ряд, кромочную петлю мы снимаем. Далее нас интересуют первые 2 петли. Пространство между лицевой и изнаночной петлей я вставляю правую спицу между петлями, захватываю петлю, вот эту петлю, первую самую, мы со спицы слева не скидываем. Сейчас провязываем первую петлю лицевой за правую стенку, скинули, и далее идет изнаночная. Повторяем между петлями лицевой и изнаночной в пространство, вот оно, вставляю правую спицу, вытягиваю петлю, провязываю первую петлю лицевой, скинули, далее идет изнаночная. И до конца ряда между первой и второй петлей вытягиваем петлю, лицевая за правую стенку и изнаночная. Изнаночная. И последняя между первой и второй вытягиваем петлю, лицевая, ряд заканчиваем изнаночной петлей и кромочная, изнаночная. Первый ряд готов. Второй ряд, кромочную мы снимаем, первую петлю, которая у нас сейчас, вот она, лицевая, мы ее провязываем лицевой. А вот эту сдвоенную петлю, где у нас идет вытянутая петля плюс лицевая предыдущего ряда, то есть она у нас сейчас изнаночная идет, мы вот эти 2 петли за передние стенки провязываем изнаночной. Повторяем. Лицевая, сдвоенную петлю мы провязываем изнаночной, то есть из 2 1 изнаночная. Лицевая, из 2 петель 1 изнаночная. И так до конца ряда. Лицевая, 1 изнаночная и кромочная, изнаночная. Вот и весь наш узор. Повторяем, получается, мы вязание с 1 по 2 ряд, исключая вот этот вот нулевой ряд резинки. То есть этим узором можно изначально провязать несколько рядов резинки обычно 1 на 1 и далее вязать вот таким фактурным узором. Узор красивый, необычный. Узор идеален для вязания шапок. Таким узором можно связать и кардиган. Очень интересный узор получится для свитера. Но в моем источнике этот узор называется узор для отворота шапки. Узор действительно плотный. Если подобрать правильный нужный инструмент для вязания, то шапка будет достаточно плотная. Свитер можно связать более рыхло. Структура узора не поменяется. Изнаночная сторона просто выглядит как такие
перекрещенные косички. И важный момент, когда вы вытягиваете вот эту косую петлю, старайтесь ее вытягивать на всем протяжении вязания с примерно одинаковой плотностью, примерно одинакового размера, для того, чтобы не было изменения узора. И я вам покажу, где вот огрехи вязания. Вот эта петля слишком длинно вытянута, и вот она. Они немного все равно впечатление о узоре немного портят. А так узор вяжется очень быстро, просто, очень такой он интересный. Если этот интересный узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!